Nu. Oké, hallo, goedemiddag. Graag even voorstellen wie de meneer is. Introduce himself. Меня зовут Руслан Куцаба, я с Украины, Западной Украины. Я сейчас приехал в Одессу на памятные эти все поминальные мероприятия по тяжелой дате, когда 3 года тому назад, 2 мая, убили много безневинных людей, и в том числе стариков, женщин и детей. Oké, dank u wel. En de vraag is hoe hij denkt over wat er gebeurd is in het vakbondshuis. Hoe staat hij daar tegenover? Твое мнение. Я думаю, что было стечение обстоятельств, когда... I'm sorry guys, but I need to say goodbye. Очень приятно познакомиться. Просто слишком сошлось то, что власть, украинская власть, именно правоохранительные органы показали такую как бы полную свою некомпетентность, и это все соединилось с желанием политиков именно спровоцировать какой-то конфликт, чтобы потом в этом конфликте манипулировать людьми. То есть нужно было кровь, нужно было противостояние, и это противостояние сделали как крайние экстремисты с одной и с другой стороны. Но пострадали абсолютно мирные люди, то есть в основном погибли старики, дети и женщины. Oké, en dan wil ik graag vragen, wat vindt hij van de Oekraïense media? Is die onafhankelijk, de berichtgeving, of is het echt alleen vanuit de andere kant? Что вы думаете о наших СМИ, украинских медиа? К сожалению, украинские медиа, они себя в этом противостоянии, они дисквалифицировали, так как медиа, они сейчас более как пропагандисты выступают, которые занимают четко сторону какого-то олигарха, который финансирует медиа, или, допустим, сторону государства, которое, к сожалению, сейчас украинское государство, оно занимается пропагандированием нацизма. То есть это даже не национализм, это нацизм. То есть они строят все на вражде. Как будто бы, вот, допустим, Россия не есть наш там самый ближний сосед с границей самой длинной, да, протяженностью, а именно просто враг. И это именно не то, что там, допустим, Путин враг или там Медведев враг, а враги простые россияне. Oké. En dan eigenlijk de laatste vraag. Hoe denkt u dat wij in Europa, zeg maar, hier iets aan de situatie kunnen doen? Omdat de media in Europa is eigenlijk een beetje zoals hier, wat ik begrijp van hem. Hoe kunnen wij het beste dit in de media brengen, bij de politiek? In de EU. EU-landen zoals Nederland, Italië. Что должны делать СМИ Европы, чтобы, потому что она тоже понимает, что СМИ Европы тоже абсолютно несут правду. И что надо сделать, чтобы как бы донести правду? Понимаете, нужно все-таки как-то порицать тех журналистов украинских, которые занимаются пропагандой. То есть, если, допустим, есть мировые стандарты журналистики, когда нужно показывать и одну, и другую сторону конфликта, особенно когда если конфликт гражданский, особенно когда если конфликт этот, он вооруженный, то есть стреляют. А если этих стандартов нет, это тогда мы не натуральные СМИ, не настоящие. Мы тогда есть пропагандисты, и международное сообщество, именно как коллеги-журналисты, они должны нас за это порицать, что мы подыгрываем власти ихней политической вот этой всей возне. То есть украинская власть, к сожалению, она все строит только на ненависти и на войне, на агрессии. А так как им тогда выгодно заниматься бизнесом, если, допустим, в один прекрасный день, если бы так случилось, что вот
остановилась война, перестали стрелять, тогда, получается, Порошенко нужно, тогда ему нужно, наверное, идти дальше, наверное, нужно декларировать, что политические реформы, экономические реформы, там, изменение Конституции, а он не готов и не имеет для этого большинства в парламенте. И поэтому журналисты со всего мира, они должны вот увидеть, что вот я живой пример того, что Украина не имеет свободы слова. Украина, просто меня посадили в тюрьму, и мне хотели дать 13 лет тюрьмы лишь за то, что я на своей личной странице в YouTube сказал свое отношение к войне. Я назвал ее гражданской, и как военный корреспондент 112 канал, я работал на 112 канале, который был аккредитован по обе стороны конфликта. Если так вот получилось, они меня закрыли в тюрьме только, чтобы я не говорил правду. О том, что на фронте была контрабанда, алкоголизм, мародерство. И поэтому журналисты должны вот поддержать тех журналистов у нас в Украине, которые хотят показывать две точки зрения, ну хотя бы две точки зрения, а не тех, которые слепо занимаются пропагандой ненависти и вот это все. Ну вот, как вы понимаете, что здесь идет пропаганда ненависти и войны, пропаганда войны. Кстати, во всем мире эта пропаганда войны, она порицается, а только в Украине и, наверное, еще в Северной Корее она вот за то, что я антивоенный ролик дал, как пацифист, а меня за это в tюрьму. Oké. Достаточно? Раскрыл тему? Thank you very much. Hartelijk dank voor uw tijd. En wij zullen zeker in Nederland gaan het vertalen. En we zullen het aan het grote publiek door gaan geven. Они сегодня Hartelijk dank. переведутся и людям. А может надо что-то я перескочил? Я все потом переведу нормально. Я твою мысль Уловил, да? Спасибо. Спасибо. Просто...